I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Похищение и убийство 12-летней Полли Класс, девочки с ямочками на щеках и сияющей улыбкой, привело американскую нацию в панику. Ребенка, которого впоследствии назвали «Дитя Америки», украли из собственной спальни, пока мать спала в соседней комнате. СМИ широко освещали каждый поворот в расследовании пижамной вечеринки, обернувшейся кошмаром. Комментаторы утверждали, что ужасная судьба подростка заставит их осознать тревожный факт – дети не в безопасности даже в своих собственных спальнях. Ранняя жизнь Ричарда Аллена Дэвиса. Ричард Аллен Дэвис родился 2 июня 1954 года в Сан-Франциско, Калифорния. Он был средним из 5 детей Роберта и Эвелин Дэвисов. Семью нельзя было назвать благополучной, оба родителя страдали алкоголизмом. Мать жестоко наказывала детей за малейшие проступки. Когда Ричарду было 3 года, Эвелин застала его за игрой со спичками и прижала руку мальчика к раскаленной плите. Таким образом, она наказывала детей, когда они стали старше, например, когда обнаружила, что мальчики курят. Дети семьи Дэвис с ранних лет были свидетелями множества ожесточенных споров между своими родителями. У Роберта и Эвелин были очень сложные отношения, и когда Ричарду исполнилось 9 лет, женщина ушла из дома к своей матери, забрав детей. Официальный развод пара оформила, когда Ричарду было 11. Роберт Дэвис получил опеку над всеми 5 детьми из-за предполагаемого аморального поведения матери в присутствии детей. Однако родители предоставили своим детям самим выбирать, с кем они хотели бы жить. 2 сестры Ричарда и он сам решили отправиться в дом своего отца, а братья остались с матерью. Позже один из них, Дональд, тоже переехал к отцу. Роберт Дэвис работал грузчиком. Часто он не мог и не желал заботиться о своих детях. Мужчина регулярно отправлял их к родственникам, бабушкам и дедушкам с обеих сторон, нанимал нянь или просил приглядеть за ними женщин, с которыми состоял в романтических отношениях. Роберт был психически неуравновешенным человеком. Он страдал галлюцинациями. Сообщается, что однажды мужчина взял пистолет и стрелял в какую-то привидевшуюся ему цель. Он жестоко обращался со своими детьми. Известно, что однажды он так избил Ричарда, что сломал ему челюсть. После расставания с Эвелин Роберт женился еще дважды, но у Ричарда были крайне напряженные отношения с обеими мачехами. Преступные наклонности. Ричард начал демонстрировать признаки психопатии еще в раннем детстве. Мальчик жестоко пытал и убивал бездомных животных. Он сжигал кошек заживо, резал ножом собак. Однако некоторые люди в его жизни имели о нем хорошие воспоминания. Его младшая сестра Дарлин знала его как ответственного человека, который заботился о своих братьях и сестрах, когда родители отсутствовали. «Рик воспитал меня», — говорила женщина. «Он готовил и убирал. Он был моим отцом и моей матерью». Свой криминальный путь мальчик начал рано. В марте 1967 года 12-летнего Ричарда арестовали в связи с кражей со взломом. В этом же месяце он был взят под стражу за подделку денежного перевода на $10. 1968 год подросток провел, избегая проблем с законом, но в ноябре следующего года его снова арестовали за кражу со взломом. На 2-м курсе средней школы Ричард бросил учебу. Он рассказал психиатру, что воровство помогает ему справиться с напряжением, которое накапливается у него внутри. В 17 лет Дэвис предстал перед судом за кражу мотоцикла. Судья предложил подростку выбор – отправиться в учреждение для несовершеннолетних преступников, либо вступить в армию США. Отец Ричарда попросил судью направить его сына в армию. Служба не исправила молодого человека, вопреки надеждам его отца. Парень получал множество дисциплинарных взысканий, в том числе за неявку на службу, употребление наркотиков и драки. Ричард Дэвис прослужил чуть больше года, прежде чем был с позором уволен. Не имея перспектив трудоустройства, он вернулся к тому единственному ремеслу, что знал – преступности. 12 октября 1973 года
Дэвис отправился на вечеринку в дом 18-летней Марлен Ворис, которую считал своей девушкой. Той ночью она была найдена мертвой. Марлен умерла от огнестрельного ранения. На месте происшествия было найдено 7 предсмертных записок, и полиция пришла к выводу, что это было самоубийство. Однако друзья Марлен полагали, что ее убил Дэвис. Позже, в 1977 году, парень расскажет психиатру, что Ворис застрелилась в его присутствии. Смерть девушки глубоко повлияла на Дэвиса. По его словам, он стал слышать ее голос в своей голове. Время от времени начал появляться голос другой женщины, говорившей, что она хочет, чтобы на нее напали, ограбили или изнасиловали. Через несколько недель после смерти Марлен Ворис Дэвиса арестовали за попытку заложить краденое. Он признался в серии краж со взломом в Лохонде и отсидел 6 месяцев в окружной тюрьме. «Мистеру Дэвису не хватает ни смелости, ни мотивации, чтобы изменить свои привычки», писал о нем сотрудник пробации. «Нет сомнений в том, что через несколько лет он окажется в государственной тюрьме, если только система уголовного правосудия не сможет произвести на обвиняемого более глубокое впечатление, чем это было до сих пор». И эта система пыталась помочь Ричарду Дэвису. Ему начали предоставлять пособия по социальному обеспечению, давать советы по управлению финансами и рекомендации по поиску работы. Через 5 недель после освобождения, 13 мая 1974 года, он был арестован за очередную кражу со взломом. Выпустили условно-досрочно, чтобы участвовать в программе лечения коренных американцев от наркозависимости и алкоголизма. Уходя, он взял деньги у 2 других заключенных, обещая вернуться с наркотиками. Однако этого не сделал. Обманутые преступники затаили на него обиду и после освобождения в 1975 году выследили Дэвиса. Они выстрелили ему в спину, однако мужчина выжил. Когда он вскоре вернулся в тюрьму за нарушение условий условно-досрочного освобождения, Дэвис дал показания против сокамерников, за что получил прозвище «Стукач». Дэвис снова оказался на свободе 2 августа 1976 года, опять по УДО. Психиатры, осматривавшие Дэвиса в тюрьме, предупредили, что считают его чрезвычайно опасным для окружающих, особенно для женщин. У него были выявлены тревожное и антисоциальное расстройство личности, а также шизоидное расстройство. Террор Напы. Через 1,5 месяца после освобождения Дэвис внес изменения в свои привычки. Ранее его много раз арестовывали за кражи и грабежи, но в 1976 году он перестал этим заниматься и переключился на другой вид преступлений. 24 сентября 1976 года 26-летняя секретарь Фрэнсис Мэй ждала поезд в Саут-Хейварде, штат Калифорния, когда Дэвис похитил ее. Он попытался изнасиловать девушку, но ей удалось отбиться. Она остановила первый проезжающий автомобиль, который оказался патрульной машиной. Офицер Джим Венс арестовал мужчину на месте преступления. Дэвиса отправили в тюрьму округа Аламеда, где он попытался повеситься, используя простыни. Тюремные работники заметили это и передали мужчину в государственную психиатрическую больницу Напы для проведения обследования. Через какое-то время Дэвис сбежал из больницы, а позже признался, что инсценировал попытку самоубийства, чтобы повысить шансы на побег. Оказавшись на свободе, он начал терроризировать жителей Напы. Сначала преступник ворвался в дом Марджори Митчелл, медсестры, и ударил ее по голове кочергой, пока она спала. Женщина едва не умерла от полученных травм. После чего Дэвис украл дробовик, который использовал, чтобы совершить нападение на Хейзел Фрост, местную барменшу. Когда женщина садилась в свой кадиллак, он залез к ней в машину. Увидев, что у нападавшего оружие, Фрост выскочила из автомобиля, выхватила лежащий под сиденьем пистолет и произвела 6 выстрелов в убегающего преступника. Обозленный неудачами, Дэвис решил вернуться к своим старым привычкам. Он ограбил дом Жозефины Крейгер и был задержан. Обвиняемый в 6 уголовных преступлениях, Дэвис назвал себя невменяемым. 4 назначенных судом психиатра признали его совершенно вменяемым, но хладнокровным социопатом. «У него нет совести, он не испытывает чувства вины или раскаяния», писали врачи в своем заключении. Они предупреждали, что в случае освобождения он наверняка возобновит свою преступную модель поведения – воровство, грабежи, нападения на женщин. Несмотря на все эти факты, сделка о признании вины, которую Дэвис заключил с властями, сняла с него все обвинения в преступлениях на сексуальной почве, что означало, что его имя не попадет в соответствующий реестр преступников. Прокуратура объединила
6 тяжких преступлений в 2: нападение с применением смертоносного оружия и кража со взломом. «Я рад был избавиться от этого человека», — сказал судья позже. 28 июня 1977 года Дэвису вынесли наказание – всего 5 лет лишения свободы. В марте 1982 года его снова освобождают досрочно. После выхода на свободу мужчина встречает Сью Эдвардс, свою будущую сообщницу. Она торговала наркотиками, и пара вместе путешествовала по северо-западу Тихоокеанского побережья, воруя, приторговывая наркотиками и время от времени получая пособия. В ноябре 1984 года Дэвис с сообщницей грабят Селину Варич, подругу сестры Сью Эдвардс. Они ворвались в ее квартиру в Редвуд-Сити и заставили женщину снять $6000 с ее банковского счета, угрожая пистолетом. Они совершили налет на 2 банка, продуктовый магазин и дорогой ресторан, прежде чем их остановили на дороге из-за разбитой задней фары автомобиля. Оба они были арестованы в марте 1985 года, и Дэвиса осудили на 16 лет за нападение на Селину Варич. Однако 27 июня 1993 года он был в очередной раз условно-досрочно освобожден. Если бы мужчина отсидел полный срок, то вышел бы на свободу лишь в 2001 году. И, скорее всего, этот материал вы бы сейчас не смотрели. В начале июля Дэвис поселился во временном приюте для бездомных Turning Point в Сан-Матео. Он нашел работу в компании по производству листового металла, а затем устроился маляром. 21 августа Ричард навестил свою сестру Дарлин и зятя, живших в индейской резервации долины Койот в Юкае. Автобус, в котором он ехал, остановился в депо Петалума. Во время своего визита Ричард купил у зятя Ford Pinto 1979 года выпуска. После этого он внезапно уволился с работы. В разговоре с работодателем мужчина упомянул, что навещает семью в Петалуме. С сентября по ноябрь Дэвис регулярно стал ездить в Юкаю на своем новом автомобиле. По меньшей мере 4 свидетеля видели, как Дэвис слонялся по Уолнат-парку и Уикершем-парку в Петалуме в августе и сентябре. По крайней мере, один раз его видели употребляющим алкоголь и смеющимся в компании с его сестрой Дарлин. 30 сентября или 1 октября, точная дата не установлена, Дэвис вошел в магазин для взрослых в Юкае и купил синий презерватив Роу Райдер, о чем сообщила владелица магазина Джанет Тернер. Эта деталь проявит себя позже. Полли Класс. Семья Полли Класс жила в Петалуме, штат Калифорния, небольшом городке в округе Сонома. В 1993 году там проживали чуть более 43 тысяч человек. Это было одно из тех мест, где практически все друг друга знают и где очень низкий уровень преступности. Полли было 12 лет. Она жила со своей матерью Евой Никол и младшей сестрой Энни в доме с 3 спальнями неподалеку от Уолнат-парка и Уикершем-парка. Отец девочек, Марк Класс, развелся с их матерью, когда Полли было всего 3 года, но продолжал регулярно навещать детей. Полли преуспевала в учебе и умела быстро заводить друзей. Она обожала петь и принимала участие в школьных постановках, мечтала изучать актерское мастерство, когда подрастет. Она была яркой, энергичной, общительной маленькой девочкой с большой любовью к театру и огромной любовью к семье, вспоминал Марк Класс. Один из ее друзей сказал: «Я помню, как Полли играла Кармен, когда мы учились в 6 классе. Я также помню, как она уверенно боролась с подлыми девчонками. Они так явно завидовали ее необыкновенной доброте и красоте, и это понятно. Если кто-то подвергался нападкам, Полли яростно защищала его. Я думаю о ней все время». Похищение. 1 октября 1993 года 39-летний Ричард Аллен Дэвис в состоянии алкогольного опьянения проник в дом Евы Никол. В этот вечер к ее дочери Полли пришли с ночевкой 2 подруги – 12-летний Кейт Маклин и Джиллиан Пелхэм. Джиллиан пришла в дом Евы Никол чуть позже, в 19 часов. Через несколько минут они с Полли отправились в ближайший магазин, купили там фруктовое мороженое и вернулись домой. Их путь проходил мимо парка Уикершем. Чуть позже девочки вышли на порог парадной двери, чтобы дождаться 3-ю подругу, Кейт. Между 20 и 21 часом приехала Кейт со своей матерью. Когда мать девочки возвращалась в свою машину, которая стояла поперек тротуара, женщина увидела незнакомца, идущего прямо к ее автомобилю, как будто он собирался в нее врезаться. Мать Кейт резко выехала на дорогу, чтобы избежать столкновения.
Мужчина, которого она видела, был одет в темную одежду, у него были довольно густые каштановые волосы с сединой, и он нес что-то похожее на сумку. Тем временем 3 девочки играли в спальне Полли, которая находилась в задней части дома. Около 22 часов Ева Никол посоветовала девочкам не ложиться слишком поздно и не шуметь, поскольку они с Энни собирались спать. Женщина прошла в свою спальню, которая была отделена от комнаты Полли ванной и еще одной спальней. Она несколько минут читала в постели, рядом с ней была ее вторая дочь, а затем они вместе уснули. С 22 до 22:30 девочки играли в настольные игры. Преступник пробрался внутрь через заднюю дверь, взял из кухни нож и около 22:30 появился у двери в спальню девочки. В этот момент Полли открыла дверь, чтобы взять спальные мешки, и 3 подруги увидели перед собой крупного незнакомца с бородой и татуированными руками, который держал нож. «Не кричи, иначе я перережу тебе глотку», – произнес мужчина. Позже Кейт и Джиллиан отмечали, что сначала подумали, что это какая-то шутка. На суде Кейт Маклин, держа в руках мягкую игрушку, рассказывала: «Сперва я решила, что это какой-то розыгрыш. Мне это не показалось слишком смешным, мне показалось это пугающим». Все 3 девочки были в ужасе, когда Дэвис вошел в комнату. Он приказал всем 3 лечь на пол и не смотреть на него. Мужчина заверил их, что ему нужны только деньги, и он не собирается причинять им вреда. Он несколько раз спросил, где ценности и почему в этом доме так много детей. Он удивился, когда Полли сказала ему, что дома еще находится ее мать. Девочка сообщила, что в ее шкатулке для драгоценностей есть деньги, и попросила не причинять вреда матери и сестре. Поначалу мужчина был спокоен, но по мере развития событий его голос звучал все более агрессивно. Дэвис связал руки девочек шелковой тканью, электрическим проводом, отрезанным от игровой приставки, которая стояла в комнате, и ремешком от кожаной сумочки Полли. Он заткнул 3 подругам рты белой шелковой тканью, снял с подушек наволочки и накинул их на головы пленниц. Дэвис сказал девочкам, что собирается взять Полли, чтобы та показала ему, где лежат ценности, а затем отпустит ее. Кейт и Джиллиан он приказал сосчитать до 1000. Затем мужчина вывел Полли из комнаты, пообещав, что не тронет ее. Преступник провел в спальне около 10 минут. Спустя какое-то время Джиллиан и Кейт, поняв, что их подруга не возвращается, освободились и побежали в спальню Евы, чтобы рассказать ей, что произошло. Женщина и девочка осмотрели дом, но Полли не нашли, и около 23 часов Ева Никол позвонила в службу 911. Расследование. В течение 2 последующих месяцев это дело круглосуточно было в центре внимания американских СМИ. Искать девочку помогали более 4000 местных жителей и сотрудников правоохранительных органов. В расследовании были задействованы собаки-ищейки. Территория поисков составляла 1000 квадратных миль вокруг Петалумы. Люди в городе начали носить фиолетовые ленты. Этот цвет был любимым у Полли. Всех жителей потрясло и ужаснуло преступление, которое произошло в тихом и безопасном районе. Была организована горячая линия для приема звонков 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на которую поступило около 60 тысяч сообщений. «Мы обработали более 12 тысяч потенциальных версий», вспоминал работавший над делом агент ФБР Эдди Фрейер. «Это немыслимая активность». Похищение Полли стало первым делом о пропаже ребенка, широко освещавшееся в интернете. Изображения девочки распространились по всему миру. Его опубликовали 2 миллиарда раз. Кроме того, было напечатано и распространено 54 миллиона листовок с информацией о ребенке, которыми были оклеены улицы Петалумы и других американских городов. В течение первых 30 дней было собрано $250 тысяч в виде пожертвований на помощь в расследовании, а к моменту обнаружения девочки эта цифра возросла примерно до 450 тысяч. Вайнона Райдер, известная американская актриса, выросла в Петалуме и училась в той же школе, куда ходила Полли. Актриса восприняла похищение девочки очень близко к сердцу. Она вернулась в родной город вскоре после преступления и обратилась ко всем с призывом помочь найти Полли и сообщить, если у кого-то есть какая-либо информация о ее местонахождении. Вайнона Райдер также предложила вознаграждение в размере $200 тысяч за благополучное возвращение ребенка домой. В 1994 году она снялась в экранизации «Маленьких женщин» и посвятила свою работу памяти Полли Класс. Роман Луизы Мэй Олкотт был любимой книгой девочки.
Спустя годы актриса призналась в одном из интервью, что отказывалась от ролей в мрачных фильмах, потому что история с похищением глубоко повлияла на нее. Несмотря на все старания правоохранительных органов, в деле не было прорыва, пока владелица дома в отдаленной части округа Санома не позвонила в полицию, чтобы сообщить о подозрительных находках на своем участке. История Данны Джаффе. Данна Джаффе жила со своей 12-летней дочерью в отдаленной части города. Вернувшись домой с работы, она отпустила домой няню девочки. Та, выезжая с участка, увидела Ford Pinto, застрявший в канаве. Линч остановила машину, и незнакомец подошел к ней. У него был неприятный запах изо рта, в волосах застряли листья, словно он побывал в кустах. Мужчина был одет в темную толстовку с длинными рукавами, вывернутую наизнанку. Линч спросила его, что он здесь делает, и тот ответил: «Я застрял, мне нужна веревка». Линч осталась в своей машине, сообщив незнакомцу, что дальше по дороге люди, которые вызовут полицию, и уехала. Женщина поехала к ближайшему телефону-автомату и позвонила Джаффе, чтобы рассказать о страшном парне неподалеку от ее дома, и попросила вызвать полицию. Напуганная рассказом няни, Данна Джаффе оделась и села со своей дочерью в машину, чтобы уехать в город. Проезжая по дороге, она увидела незнакомый автомобиль, но никого рядом с ним не было. Женщина доехала до телефона-автомата и обратилась в полицию. Примерно через 15 минут к машине, стоящей на пересечении Пифиан-Роуд и шоссе 12, подъехали на разных автомобилях заместители шерифа округа Санома-Вэлли Майк Ренкин и Томас Ховард. Они обнаружили Ричарда Аллена Дэвиса, прислонившегося к автомобилю и курящего сигарету. На нем была рубашка в желто-синюю полоску с длинными рукавами. Джаффе сообщила незнакомцу, что он находится на частной территории. Мужчина ответил, что заметил знаки, но застрял в канаве, когда пытался развернуться. Помощники шерифа поговорили с Дэвисом, от которого пахло алкоголем, и который, казалось, сильно вспотел, несмотря на холодную погоду. Ренкин обыскал мужчину и заметил, что его штаны влажные, а рубашка сухая. Ренкин проверил номерной знак автомобиля, но перепутал некоторые цифры местами и не заметил, что получил информацию о машине, зарегистрированной не на Дэвиса. Сам же Дэвис заявил, что не имеет и никогда не имел проблем с законом. Хотя от мужчины пахло алкоголем, помощник шерифа Ховард не счел, что тот находится в состоянии опьянения. Тем не менее, мужчина показался офицером подозрительным, поэтому они заполнили карточку со всеми его данными. Во время обыска Ford Pinto, с согласия владельца, полицейские обнаружили на полу автомобиля бумажный пакет с 3 или 4 неоткрытыми банками пива, а также 2 пакета с одеждой, часть из которых была порвана. По мере того, как помощники шерифа обсуждали способы достать автомобиль из кювета и предпринимали безуспешные усилия в этом направлении, Дэвис становился все более расслабленным. Одолжив цепь у Джаффе, 2 помощников шерифа вытащили машину из канавы. Около часу ночи 2 октября, судя по отчету полицейских, инцидент был исчерпан. 28 ноября Данна Джаффе гуляла с подругой по горной тропе возле своего дома и обнаружила на участке, где недавно были вырублены деревья, мужскую толстовку, пару девичьих красных леггинсов, кусок белой ткани и использованный презерватив. «Я подумала, что это, возможно, место преступления», — сообщила женщина. Она тут же вызвала полицию. Заместитель шерифа Майк Макманус появился на участке Джаффе, чтобы осмотреть место происшествия и улики. На расстоянии метра от одежды были найдены 2 кусочка скотча, бутылка пива, пустая пластиковая коробка из-под 6 упаковок спичек, коробок спичек и использованный презерватив с оберткой от него, на котором было написано «Ру Райдер». Данна Джаффе рассказала полиции, что 1 октября она обнаружила постороннего подозрительного мужчину на своей территории. Были подняты полицейские отчеты и стало известно его имя – Ричард Аллен Дэвис. Его длинная криминальная история, включающая и похищение, за которое он отбывал срок, заставила полицейских обратить на него внимание. Сравнили и найденные в доме класс отпечатки пальцев с отпечатками Дэвиса, хранящимися в базе данных. Они совпали. Пара леггинсов, которая была найдена на участке Джаффе, соответствовала описанию той пары, которая была на поле в момент похищения. ФБР проанализировало улику и подтвердило, что одежда принадлежала пропавшей девочке. Арест. Департамент шерифа округа Санома в сотрудничестве с полицией Петалума и ФБР провели обыск на территории участка Джаффе и всего района Пифиан-Роуд. В это время Дэвис находился на индейском ранчо недалеко от Юкаи.
При первоначальном обыске, длившемся 2 дня под проливным дождем, ничего найдено не было. Слежка за подозреваемым также не дала результатов. Было принято решение арестовать Дэвиса. 30 ноября полиция задержала мужчину за нарушение условий условно-досрочного освобождения. Позже Дэвису были предъявлены обвинения в убийстве 1-й степени, похищении человека, грабеже, краже со взломом, непристойных действиях в отношении ребенка. Пока задержанный находился под стражей, правоохранительные органы начали массовые поиски Клаас. Даже сегодня те работы считаются одними из самых масштабных в истории Калифорнии. Департаменту шерифа округа Сонома помогали более 500 членов поисковой группы из 24 агентств, прибывших даже из округа Уоша, штат Невада. Работы координировались Управлением по чрезвычайным ситуациям штата Калифорния, группами ФБР по расследованию преступлений, многими другими службами штата и федеральными агентствами. Полиция обнаружила несколько улик, но человеческих останков не нашла. Поиски завершились 4 декабря 1993 года, когда сам Дэвис признался в убийстве похищенной им девочки. Он курил сигареты, сложив руки перед собой, как будто ему было все равно, рассказывал сержант Белла о том, как Дэвис говорил об убийстве Полли. Полицейский признавался, что думал о том, чтобы застрелить убийцу прямо на месте. «Я начал тянуться к наплечной кобуре, там у меня был пистолет». Однако его коллега из ФБР заметил это движение и остановил. Дэвис утверждал, что вечером 1 октября он отправился в Петалуму, чтобы встретиться со своей матерью. Не найдя ее, он пошел в парк, где выпил пиво и выкурил сигарету с марихуаной, которая могла содержать фенциклидин. Арестованный заявил, что плохо помнит, что делал дальше. Он вспомнил, как вошел в дом через окно и услышал голоса в комнате, но сказал, что никогда до этого момента не видел Полли Клаас. Он рассказал, как связал 3 девочек, он помнил, как ехал в машине и внезапно осознал, что Полли сидит на переднем сиденье его машины, когда она пожаловалась, что ее руки немеют от того, что связаны слишком туго. Девочка говорила, что хочет домой. Некоторое время мужчина ездил, не зная, что делать, и заблудился. Когда он проезжал по Пиффиан-Роуд, его машина застряла. Затем он развязал руки Полли и отвел ее на склон холма. Вскоре появились полицейские. По его словам, он прождал около получаса после того, как помощники шерифа уехали, прежде чем вернуться на склон холма и забрать девочку. Затем Дэвис поехал на заправку, чтобы Полли могла воспользоваться туалетом. Отъезжая от заправки, мужчина понял, что ему придется убить свою пленницу, чтобы не попасть обратно в тюрьму. Он задушил девочку куском ткани, а затем туго затянул вокруг ее шеи веревку, на всякий случай. Оттащил ее в кусты и накрыл листом фанеры и ветками, найденными поблизости. Преступник заявил, что не думает, что занимался или пытался заняться с Полли сексом. Дэвис привел полицию в Кловердейл, на участок неподалеку от шоссе 101, в 50 милях от Петалумы. Власти полагали, что место захоронения было выбрано преступником не случайно. Он раз в неделю проезжал мимо, когда отправлялся на встречу со своим офицером по условно-досрочному освобождению и мог видеть любую активность полиции в этом районе. Сильно разложившееся тело Полли лежало под куском фанеры на участке, покрытым колючими кустами ежевики, густым подлеском и мусором. Череп лежал на небольшом расстоянии от тела, вероятно, его отделили дикие животные. Большая часть трупа была скелетирована, мягкие ткани и органы в брюшной полости отсутствовали. Некоторые части тела, включая конечности, высохли и находились в мумифицированном состоянии. Останки Полли были частично прикрыты ночной рубашкой, которую Джиллиан принесла на пижамную вечеринку. Патологоанатом доктор А.Джей Чепман сказал, что причина смерти Полли не может быть установлена из-за состояния тела, но допустил, что завязанные веревка и кусок ткани могли быть использованы для удушения. Во время вскрытия, когда члены группы ФБР исследовали остатки трусиков Полли, было найдено пятно, похожее на след спермы, однако дальнейшая судебно-медицинская экспертиза не обнаружила в этом месте спермы, что означало, что ее либо не было вообще, либо образец был в состоянии, в котором сложно что-то идентифицировать. Вечером 4 декабря, когда Дэвис вернулся обратно под стражу, после того, как указал место захоронения Полли, он снова рассказал о том, как задушил девочку куском ткани. На этот раз мужчина добавил, что когда он ослабил удавку, ему показалось, что он услышал стон Полли. Он снова затянул ткань и завязал ее концы узлом. Затем он обвязал шею веревкой
и стал ждать, пока жертва перестанет подавать признаки жизни, что, по его словам, длилось вечно. 6 декабря сержант полиции Петалумы Миз и агент ФБР Тейлор снова допросили подозреваемого и предоставили ему доказательства того, что он подверг Полли сексуальному насилию, прежде чем убить. Сержант сообщил Дэвису, что во время осмотра останков девочки они обнаружили сперму. Когда Дэвис спросил, где она была найдена, сержант ответил «на теле». Подозреваемый заключил, но не в нем. Он отрицал факт сексуального насилия над Полли. На вопрос, как сперма могла попасть на тело девочки, Дэвис ответил: «Послушайте, я же вам говорил, что, по крайней мере, в ней ее не было. Я пытаюсь вам сказать, что, по моему мнению, по крайней мере, я не пытался вставить свой член в эту грёбаную маленькую девочку». Потом он добавил: «Это то, с чем мне придется жить и прокручивать в голове снова и снова. Снова и снова». Дэвис выразил обеспокоенность тем, что с ним будут плохо обращаться в тюрьме, если другие заключенные сочтут его детоубийцей и растлителем. В конце допроса он сказал: «Я должен посмотреть, что выйдет из судебно-медицинской экспертизы. Надеюсь, ничего не выйдет. Надеюсь, там ничего нет». Похороны Полли. «Им не нужно было ничего говорить», — вспоминал Класс в программе «20 на 20», визит полицейских, которые пришли сообщить о смерти его дочери. «В их глазах стояли слезы. Я никогда этого не забуду. Я помню, что Ева заплакала, полицейские плакали. Я не плакал, я сказал: нам нужно рассказать нашим семьям». 9 декабря более 1500 скорбящих собрались, чтобы попрощаться с девочкой и отдать дань уважения ее недолгой жизни. Президент США на тот момент Билл Клинтон направил родителям соболезнования. На службе в память о Полли сенатор Дайан Файнштейн сказала: «Для нации история Полли является воплощением кошмара каждой семьи. Она говорит нам кое-что об ужасной жестокости этого мира». Семья покойной также сделала заявление: «Наша мечта – спасти ребенка и показать миру, что сила любви может восторжествовать». Тело девочки было кремировано, а ее прах развеян над Тихим океаном, ее семьей и друзьями. Суд. Судебный процесс над Дэвисом был долгим и эмоциональным. Членов семьи Класс выводили из зала суда во время некоторых наиболее ужасающих показаний. 3 присяжных плакали, глядя на фотографии маленького тела девочки, частично одетого в детскую фланелевую ночную рубашку. Другие морщились и, казалось, пытались справиться с эмоциями. Снимки не были показаны зрителям в зале суда, но прокурор Грег Джейкобс заявил, что на них запечатлено разложившееся тело, пролежавшее в поле около 2 месяцев. Части тела были мумифицированы, в некоторых местах сохранился только скелет. Прокурор обратил внимание, что, к несчастью, состояние тела Полли не позволяло установить точную причину смерти. Однако куски ткани и веревка, обнаруженные в волосах, которые были завязаны в петли диаметром примерно 10 см, указывали на то, что девочка была задушена. Из-за процессов гниения, начавшихся в теле, невозможно было обнаружить наличие спермы. Не было никаких опознаваемых остатков какого-либо внутреннего органа, подчеркнул прокурор. Вопрос, подвергал ли Ричард Дэвис маленькую девочку сексуальному насилию, стал ключевым на процессе. Хотя тело было найдено с раздвинутыми ногами и одеждой, задранной выше пояса, прямых доказательств не оставалось. Адвокаты Дэвиса пытались завоевать симпатию присяжных, раскрывая мрачные подробности жестокого обращения, которому обвиняемый подвергался в детстве. 18 июня 1996 года присяжные Верховного суда Сан-Хосе, штат Калифорния, 6 мужчин и 6 женщин, признали Дэвиса виновным в похищении и убийстве Полли Класс. Услышав это, подсудимый тут же встал и показал 2 средних пальца. 5 августа 1996 года, после 4 дней обсуждения, присяжные рекомендовали вынести Дэвису смертный приговор. Они отметили, что мужчина использовал опасное оружие во время совершения преступления, нанес тяжкие телесные повреждения потерпевшей и что он знал или должен был понимать, что его жертве меньше 14 лет. Присяжные заключили, что Дэвис, признавшийся в том, что задушил девочку куском ткани, должен умереть от смертельной инъекции. После того, как приговор был зачитан, Дэвис произнес речь, в которой он раскритиковал власти за отказ предоставить ему адвоката после ареста. Он сообщил, что если бы ему был предоставлен защитник, он не сделал бы никаких признаний. Напоследок он произнес: «Я также хотел бы заявить для протокола, что
Основная причина, по которой я не пытался совершить никаких непристойных поступков в ту ночь, заключалась в словах девочки. Она сказала мне, когда мы шли с ней по набережной: «Просто не надо, мне нравится мой отец. И, пожалуйста, не поступай со мной, как мой папа». Последняя фраза Дэвиса была едва слышна из-за возмущенного гула, поднявшегося в зале. Марк Клаас, услышав, как убийца его дочери обвиняет его в растлении Полли, поднялся с места и бросился к подсудимому. Помощники шерифа удержали разъяренного мужчину и вывели его из зала суда. Мать Марка, Би-Джей, которая также присутствовала на заседании, громко зарыдала. Судья Томас Гастингс приступил к формальному вынесению смертного приговора и произнес: «Господин Дэвис, это всегда травмирующее и эмоциональное решение для судьи. Вы сегодня очень облегчили мне задачу своим поведением». Подсудимый улыбался, когда выслушивал свой приговор. Позже прокурор Грейг Джейкобс заявил, что Клаасу не было предъявлено никаких обвинений, как и не было доказательств, подтверждающих слова Дэвиса. Работавший над делом агент ФБР Фрейер сказал: «Он сделал эти заявления насчет Марка Клааса лишь для того, чтобы нанести обиду отцу, который только что потерял свою дочь». Комментируя решение суда, прокурор Джейкобс заявил, что 42-летний Дэвис проведет десятилетия в камере смертников, подавая апелляции, прежде чем его казнят. Однако Марк Клаас выразил надежду, что Дэвис не проживет в тюрьме долго, напомнив, что детоубийцы нередко становятся жертвами других заключенных. «Ричард Аллен Дэвис заслуживает смерти за то, что он сделал с моим ребенком. Я не жду, что он будет казнен, откровенно говоря. Не будет казнен государством». Марк Клаас отметил, что улыбка, с которой Дэвис выслушал решение судьи, доказывает, что этот человек – монстр, который воплощает кошмар каждого родителя. Печально, что кто-то оказывается настолько эмоционально несостоятельным, что ухмыляется, когда ему зачитывают его собственный смертный приговор. Оценивая работу правоохранительных органов, отец Полли сказал: «Система правосудия не подвела мою дочь. Это не вернет нашу девочку в нашу жизнь, но уберет с улиц одно чудовище». Дальнейшая судьба Ричарда Дэвиса. Дэвиса отправили отбывать наказание в государственную тюрьму Сан-Квентин, в камеру смертников. Он был взят под охрану из-за покушений на его жизнь, совершенных как им самим, так и другими заключенными. В интервью телевизионному шоу Hard Copy преступник сказал: «Мне жаль, мать, мне действительно жаль семью Клаас. Я прошу прощения, чего бы это ни стоило. Мне стыдно за себя». В июле 2006 года Дэвис был обнаружен без сознания в тюремной камере. У него была передозировка опиатами, но он выжил. 1 июня 2009 года Верховный суд Калифорнии оставил в силе смертный приговор. В 2019 году губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел мораторий на смертную казнь, вызвав возмущение Марка Клааса. «Ньюсом – свинья. Он сказал мне, среди прочего, что не хочет быть губернатором, который казнит невиновного человека». Брайан Собел, юридический аналитик, который в 1993 году был вице-мэром Петалумы, заявил, что Дэвис заслуживает смертной казни. Он социопат. Он ходящее воплощение того, почему существует смертная казнь. Он посетил Дэвиса в тюрьме Сан-Квентин. Преступник отказался признаться, что изнасиловал девочку. В какой-то момент он очень расстроился и сказал: «Знаешь, если я когда-нибудь признался бы в этом, я бы был мертв». И я ответил ему: «Ты все равно мертв». Последствия преступления. Марк Клаас стал защитником прав детей и основал Class Kids Foundation. Он помогал родителям похищенных детей и часто появлялся на передачах Larry King Live, CNN Headline News и Нэнси Грейс. В 1993 году Ева Никол, мать убитой девочки, тоже основала фонд и назвала его в честь дочери – фонд Полли Клаас. Дело об убийстве Полли Клаас породило огромный сдвиг в системе уголовного правосудия США. Это стало началом движения за права жертв, сказал Стивен Кларк, юридический аналитик. Он отметил, что закон о 3 ошибках является одним из наиболее заметных решений. Согласно этому закону, принятому в марте 1994 года, в штате Калифорния преступников, которые ранее были осуждены за 2 или более отдельных преступления, заключают под стражу пожизненно. Этот случай создал прецедент для современных законов об обычных правонарушителях. Разные версии закона о 3 ошибках были приняты и в 23 других штатах. В Калифорнии он способствовал резкому увеличению числа заключенных. Более 7,5 тысяч человек были приговорены к пожизненному сроку в течение первого десятилетия после его принятия, причем почти половина
осуждена за несерьезные или ненасильственные преступления. Ричард Аллен Дэвис был профессиональным преступником, и он вышел из тюрьмы. А закон о 3 ошибках дал понять, что мы собираемся навсегда сажать за решетку людей, которые совершают серию жестоких преступлений, сказал Кларк. Дело Полли привело к тому, что полиция и ФБР стали оперативнее реагировать на похищение людей, а также к усовершенствованию методов криминалистики по обнаружению скрытых отпечатков пальцев и ладоней. Похищение Класс заставило средства массовой информации задуматься над вопросом, почему они уделили так много внимания исчезновению белокожей девочки из семьи среднего класса из пригорода, игнорируя при этом аналогичные похищения детей с другим цветом кожи. Эта тема до сих пор регулярно обсуждается в американской прессе. Ким Кросс, автор книги «В свете всей тьмы», посвященной делу Полли, сказала: «Погружение в эту историю дорого обошлось моему психическому и физическому здоровью. Много дней я писала сквозь тошноту и слезы. Это дело заставило меня усомниться в правильности моего мировоззрения. Я всегда считала, что люди по своей природе в основном хорошие. Если они делают что-то плохое, то это происходит главным образом, потому что с ними случаются плохие вещи. Но это дело заставило меня в этом усомниться». Кросс отмечала, что похищение Полли ярко отпечаталось в сознании родителей по всей Америке и заставило их бояться выпускать своих детей из поля зрения. «Ни один другой случай не повлиял на мир таким образом», — говорил агент ФБР Эдди Фрейер. «Всех людей нашего поколения затронуло это дело. Я стал более осторожен со своими детьми. Теперь у меня есть внуки, и благодаря тому случаю я слежу за ними гораздо внимательнее. Где бы я ни оказался, а я путешествую по всему миру, люди, узнав о моей причастности к расследованию этого дела, хотят поговорить о нем. Это преступление поразило сердце и душу Америки». Шеннон Рассел из Петалумы, которой было 10 лет, когда похитили Полли, и которая играла с ней в одной футбольной лиге, говорила: «Я путешествовала по всему миру. Люди слышали название города Петалума и говорили: «О, Полли Класс!» А ведь они живут в других местах, в других странах». Отставной сержант полиции Петалумы Вайл Белла, работавший над делом, сказал: «Если бы в мире существовала хоть какая-то справедливость, Дэвис был бы в земле, а девочка была бы жива. Тот факт, что он все еще здесь, тот факт, что он все еще жив, и о нем заботятся за счет наших государственных долларов, вы знаете, это беспокоит не только меня, это беспокоит многих». Судьба отца Полли. Осенью 2023 года Марк Класс, которому сейчас 74 года, сообщил, что намерен закрыть свой фонд. За все время работы Класс Kids Foundation оказал помощь в проведении поисков 500 пропавших детей и обучил более 1600 волонтеров методам поиска и спасения. Однако теперь появилось множество других некоммерческих организаций, которые также помогают в делах о похищении детей. Класс сказал, что боль от утраты ребенка утихла, но она все еще существует и будет всегда. Сама идея, когда люди говорят вам продолжать жить своей жизнью или забыть об этом, смешна. Это абсурдно, потому что вы не можете забыть что-то подобное. Вся эта 30-летняя годовщина для меня очень трудна. Я пересматривал сотни фотографий моей дочери и пришел в ярость. Эта потеря, мысль о том, что что-то настолько ужасное может случиться с таким невинным человеком. После трагедии мы с моей женой Вайолет сознательно решили, что попытаемся придать смысл смерти Полли, и мы приняли участие в продвижении многих законов и работах, которые, я считаю, помогли снизить уровень преступности. Среди законов, которые продвигал Класс, были законы о создании публичных реестров преступников, осужденных за преступления на сексуальной почве, более суровые тюремные сроки для людей, осужденных за преступления против детей, а также закон о 3 ошибках. Последний был смягчен законотворцами, чтобы дать судьям больше свободы в принятии решений. Однако сам Класс говорит, что гордится своим наследием и по-прежнему хотел бы, чтобы наказание для таких давних правонарушителей, как Дэвис, было ужесточено. Дэвис никогда не должен был выходить на свободу, и я считаю возмутительным, что губернатор ввел мораторий на казни, сказал Класс. Есть люди, которые заслуживают смерти за то, что они сделали, как Дэвис. Мужчина сказал, что намерен закрыть свой фонд к концу 2024 года, а затем я обязательно сделаю одну вещь: куплю гитару и научусь играть. Я люблю блюз. Сестра Полли. Энни Никол, родная сестра убитой Полли, недавно выступила с намерением
отменить суровые уголовные законы, принятые после похищения ее сестры. «Я не хочу, чтобы моя боль использовалась для наказания кого-то еще». 19 марта 1994 года 7-летнюю Энни привели в Белый дом для разговора с Биллом Клинтоном. Девочка рассказала президенту о своей сестре, которую 5 месяцев назад похитили из дома, пока сама Энни вместе с матерью спала в соседней комнате. Клинтон отметил смелость девочки и добавил, что работает над тем, чтобы, как он выразился, люди с серьезными проблемами оставались в тюрьме. Повзрослевшая Энни смотрит на ту ситуацию по-другому. «Я только что потеряла Полли, и кто-то дал мне этот вопрос, чтобы я его задала. Эти слова были не моими. Я была напуганным ребенком, пережившим то, что даже осознать не могла. Мне пришлось пойти в Белый дом для участия в телевизионной программе и увидеть, как Клинтон плачет. Меня до сих пор переполняет стыд от этого. Я была идеальным человеком, которого можно было использовать для этой цели. Что может быть более захватывающим, чем увидеть маленькую испуганную девочку?» Дорогие подписчики и гости канала, как вы думаете, почему Ричард Дэвис в какой-то момент сменил свой преступный почерк и с краж и грабежей переключился на нападения на женщин и девушек? Своим мнением об этом делитесь в комментариях. Подписывайтесь также на канал, чтобы не пропустить новые материалы, и не забывайте писать, какие истории вы хотите услышать.